Сегодня будем настраивать подкаст в программе vMix. Я нахожусь сейчас в профессиональной студии. Это хромакейная студия. И мы сразу с вами начнем со сложного сетапа. Но не волнуйтесь, если вы новичок в программе и вообще первый раз открываете vMix, я постараюсь максимально подробно рассказать, где что находится, и вы сможете настроить простой сетап в 2 клика. Буквально. Итак, первый раз, когда вы откроете vMix, вы увидите вот такой интерфейс. Внизу у вас не будет никаких камер, никаких инпутов. Скорее всего, будет вот что-то вроде такого окна. И здесь 2 черных окна. Первый раз, когда вы откроете vMix, он у вас сначала спросит про разрешение экрана. По умолчанию либо Full HD, либо 4K. Это уже в зависимости от ваших задач. После этого мы заходим в Settings в правом верхнем углу, настройки, и идем в раздел Аудио. И важно отключить вот эту галочку Automatically Mix Audio. Только после того, как вы ее отключили, можно затаскивать первые инпуты в vMix. Дело в том, что когда галочка включена, то будет происходить автоматический переход по звуку. А когда мы записываем подкаст, нам этот автоматический переход по звуку не нужен. Иначе звук у нас все время будет прыгать с одной камеры на другую, на третью. Я всегда включаю звук через камеру. Обычно это камера общего плана. И оставляю гореть звук на протяжении всего подкаста. Итак, как мы импортируем наши инпуты? Мы заходим в левом нижнем углу, нажимаем кнопку Add Input. Идем в раздел «Камера». Здесь нужно найти именно тот вход, который есть у вас на компьютере. У меня в компьютере стоит карта видеозахвата Blackmagic DeckLink с 4 входами. И я включил в первый вход камеру общего плана, во второй вход крупный план, и в третий вход тоже камера крупного плана. Когда мы выбираем нужный input, у нас сразу появляется тут разрешение. Камера у меня настроена под 4K, под 4К, 25 кадров в секунду. Все меня устраивает, я нажимаю ОК. И буквально через секунду появилась камера крупного плана. Отлично. Так, возвращаемся снова в интерфейс. И снова нажимаем Add Input. Повторяем те же действия для следующей камеры. Камера 3. Все то же самое. 4K, PAL 25. И вот у меня есть все 3 камеры. Камера общего плана и 2 крупных плана 8. Так, обратите внимание, что на камере крупного плана нет фокуса, и она темновата. А вот эта камера, наоборот, слишком яркая. Сейчас мы это исправим. Вот у меня, значит, есть первая камера общего плана и 2 камеры крупных планов. Я подключил звук к камере общего плана, и именно поэтому здесь я включил аудио. Обратите внимание, что на других камерах кнопка аудио должна быть выключена, да? И что же происходит, когда я переключаюсь между камерами? Во-первых, как мы можем переключаться между камерами? Первый вариант — это самый быстрый. Вывести камеру в эфир. Это под инпутом, под картинкой видео есть кнопка Cut. Если я нажимаю, она сразу оказывается в эфире. Иногда это полезно, но
я рекомендую работать через превью. Окно превью находится в левой части. Сейчас, чтобы вы его видели, вот так. В левой части экрана находится окно превью. А главный output, который у нас идет в эфир или в запись, находится в правой части экрана. Как мы работаем через превью? Например, мы заранее смотрим. Тут, видите, обратите внимание, что баланс белого немножко отличается на камере. Ну, ничего страшного. Настройки камеры — это отдельная история. Прежде чем вывести в эфир, я могу кликнуть на камеру, и она у меня появляется в левом окне, в превью. А дальше, чтобы вывести ее в эфир, я нажимаю вот здесь Cut для быстрой склейки. Нажал Cut. Либо Quick Play. Quick Play обычно делает такой transition, как называется, fade in, fade out. Cross dissolve. Вот. Называется это transition. Иногда тоже полезно. Но если мы хотим работать на профессиональном уровне, то нужно стремиться, конечно, к прямым склейкам. Работаем через каты. И общий план. Да. Возвращаемся снова в интерфейс. Это, в принципе, уже нам позволяет делать самый простой подкаст из 3 камер. Я всегда рекомендую ставить камеры крупного плана крест-накрест. На профессиональном жаргоне мы называем это 8. И тогда у нас люди очень правильно смотрят друг на друга, они в разные стороны, и очень хорошо монтируется потом этот подкаст. Теперь, что касается настроек записи. Сейчас у меня включена запись, поэтому я не могу вам показать эти настройки. Ну, поверьте, они там есть. А вот тут на шестеренку мы заходим, задаем там параметры, куда писать, битрейт, название файла, и после этого у нас доступна кнопка записи. Теперь продвинутый уровень для тех, кто хочет вырезать хромакей и вместо него поставить свой фон. Для этого мы правой клавишей мыши нажимаем на шестеренку и выбираем Create Virtual Input. Снова на шестеренку. Идем в раздел Color Key и убираем галочку Use Source Settings. Здесь мы, наоборот, ставим галочку Color Key и нажимаем на пипетку. Я прокручиваю колесиком, чтобы выбрать какие-то средние цвета. Кликаем на зеленый фон, и пока что ничего не поменялось. Для быстрого вырезания хромакея можно использовать вот эти 3 кнопки. Соответственно, более слабая, средняя и сильная. Ну, обычно средней хватает. Видите, да, то, что было зеленым, стало прозрачным. И теперь мы можем подставить сюда свой фон. Для этого обычным drag-and-drop'ом перетаскиваем файл. Я перетащу сразу все 3 файла, которые заранее подготовил. И вот он, общий план. Заходим к нему. Вот обратите внимание, есть такой небольшой лайфхак, да, если размер картинки немножко не совпадает, вот появляется, да, какая-то черная линия, и она не очень нравится нам, мы можем сделать виртуальный input, который уже будет четко совпадать с нашим кадром. Все черные линии пропадают. После этого заходим в этот виртуальный input, идем в раздел Layers, и в любой из слоев, ну, я предпочитаю где-то 2, 3, ставим тот виртуальный input, где мы вырезали камеру, вырезали хромакей.
Отлично. Ну что, выглядит очень симпатично. Такую же операцию проделываем с крупным планом. Create Virtual Input. Шестеренка, Color Key. Выбираем зеленый цвет. Вот обратите внимание, да, у меня вырезался стол, и я могу немножечко его вернуть. Для этого работаем с Chroma Key Filter. Вот такое что-то среднее находим. Делаем из камеры, из фона для левой камеры виртуальный input. И в слои добавляем камеру. Отлично. Итак, если мы хотим навести порядок и поставить их рядом, мы можем просто наш input перетащить и поставить в нужном порядке. Две камеры готово. Тут тоже, да, можем обратить внимание, что немножко черный стол. Он как будто бы вырезался. Поэтому я иду... Сейчас отключу себя. Я иду в шестеренку, настройки хромакея и возвращаю фильтр. Есть. Ну что, последняя камера. Также делаем из нее Create Virtual Input. И это у нас вот это будет камера, да? Колесиком прокручиваем ниже. Шестеренка. Color Key. Хоп. И ставим ее поверх картинки. Layers. Virtual Input. Отлично. Проверяем, как это выглядит. Общий план. Крупный, крупный. Отлично. При этом звук у нас все еще также активирован на камере общего плана. Если мы наделали кучу инпутов и хотим скрыть лишние, то мы можем нажать на название правой клавиши мышки, и вкладки схлопываются. Это очень удобно, когда много инпутов, но их нельзя удалять. Так. Например, вот это мне тоже не особо нужно. Не забывайте, да, что пока что это окно превью. Для того, чтобы выводить в мастер, мы должны переключаться на это окно. Например, кнопкой Cut, либо Quick Play. Вот так, всего за 15 минут вы научились настраивать VMix для записи подкаста. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. Буду делиться тем, что действительно помогает в работе над видео.